Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня покажу крутой комбинированный способ набора петель. Он прекрасно подойдет для любого полотна, резинки, глади и любых выпуклых узоров. Очень эластичный и податливый. Нет эффекта натянутой нити. По краю изделия образуются звенья из пряжи, что придает краю эластичность, аккуратный и завершенный вид. Также я покажу, как закрыть петли с помощью иглы. Для меня это новый способ, но он очень интересный. Край получается аккуратным и красивым. Если вы вяжете любые плечевые изделия, шапки, снуды, варежки, носки, шарфы, обязательно досмотрите этот ролик до конца, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Располагаю нить на ладони классическим способом, так чтобы край нити, запас для набора, был обвит вокруг большого пальца. Вокруг указательного пальца нить уходит к клубку пряжи. Набирать буду на одну спицу. Первые 2 петли набираю классическим способом. Завожу спицу сверху, подхватывая снизу вверх от большого пальца, сверху вниз от указательного и возвращаюсь в петлю большого пальца. Готово. Первые 2 петли набраны. Далее набираю петлю следующим образом. Подхватываю нижнюю нить, которая идет в кулак от большого пальца. Далее сверху вниз указательный палец и через низ возвращаюсь в петлю большого пальца. Готово. Получается, что 2 петли рядом обнимает основание пряжи. Вот. Далее чередую классический способ с предыдущим способом набора. Снизу вверх от большого, сверху вниз указательный, возвращаюсь в петлю большого пальца. Готово. Теперь другим способом. Петля от большого пальца, идущая в кулак, сверху вниз указательный, через нижнюю часть возвращаюсь в петлю большого пальца. Еще 2 петли обхвачены пряжей. Так попарно, чередуя способы, классический и неклассический способ, набираю нужное количество петель. Еще раз. Классическим способом снизу вверх от большого, сверху вниз к указательному, возвращаюсь в петлю большого пальца. И неклассический способ. Подхватываю петлю от большого пальца в кулак, снизу вверх, сверху вниз указательный, через всю нижнюю часть возвращаюсь в петлю большого пальца. Готово. Нужное количество петель набрано. Далее продолжаю вязать свое изделие. Единственное, покажу, как соединить вязание в круг, если это шапка или снуд. У меня все петли попарные, кроме первой. С помощью нее я и делаю соединение. Перевожу эту петлю на правую спицу. Далее набрасываю последнюю набранную петлю на первую, которую перевела на спицу. Эту петлю возвращаю на левую спицу, подтягиваю нити и продолжаю вязание. В моем случае это резинка 1 на 1. Переходим к закрытию петель. Этот способ я покажу на примере образца. Я уже укоротила нить и вставила ее в иглу. Теперь по ходу вязания буду снимать по 3 петли. Первая, вторая, третья. Протягиваю нить достаточно плотно. Готово.
Теперь буду возвращаться на 2 петли назад. Мне нужно подхватить 2 левые петли и подхватить новую петлю со спицы. Протягиваю нить. Достаточно плотно. Снова возвращаюсь на 2 петли и подхватываю новую. Так продолжаю петля за петлей подключать к закрытию края каждый раз новую петельку. Снова 2 уже задействованные и новая. Две задействованные и новая. У меня остается последняя петля. Я подхватываю 2 задействованные и последнюю оставшуюся. Теперь, если это круговое вязание, необходимо закольцевать. Подхватываю 2 задействованные и первую петлю. Протягиваю нить с тем же натяжением. Далее снова 2 и первую петлю завершения вязания. Теперь здесь делаю соединение, возвращаясь в предыдущую точку. Посмотрите, какой аккуратный и необычный край получился с лица и с изнанки. Подойдет для многих изделий, сделает их более аккуратными и профессиональными. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!